Я вообще очень сильно был удивлен, что такая сравнительно недорогая цена у продукта, за что отдельная благодарность, потому что, как по мне, это от 30 там, до 300 тысяч рублей и больше. Ну вот по самому эффекту, потому что исключаются фактически все, в моем случае, медикаментозные какие-то препараты. А по большей степени, если БАДовые биологически активные добавки я использую, то только для усиления, ну, например, там мультивитамин группы В, то, что есть из рекомендаций, в принципе, и то, что сам пропиваю для усиления там эффекта самого. А по большей степени все вот эти вот темы, как таблетки там от головных болей, потому что раньше из-за большой психической нагрузки, большой работы вот именно умственного труда, интеллектуального, головные боли были частым фактором. В данном случае можно сказать вообще в принципе, где они, их в принципе нет, потому что улучшилась работа кровеносной системы. Снизились степень давления, артериального давления, которое раньше было повышено, повысилась выносливость. И вот эти вот моменты, их очень много. Я сначала думал записать, потом понял, что этого будет у меня на несколько страниц, и решил проговорить то, что, то, что пойдет на самом созвоне. И делаю просто вывод, что легче сказать, что не поменялось, чем то, что поменялось. И опять же, большой был опыт в принятии, в приеме самых разных биологически активных добавок. И если сравнить, опять же, тот эффект, который там, и тот эффект, который здесь, это на порядке выше. То есть это в 100 раз, в 200 раз выше, может быть, даже еще больше. Это просто как факт, как данность лично для меня. Же есть сомнения, у них возникают вопросы относительно того, что как так, а мало ли вдруг обманут и так далее. При этом люди продолжают принимать какие-то определенные таблетки или там БАДы, как в свое время очень тоже много было обмана или точнее завышения значения. Вот здесь я считаю, что еще есть занижение пока что значения. Очень аккуратненько, наверное, вы эту информацию доносите, потому что те эффекты, которые есть, они феноменальны. Это технология будущего. Повторюсь еще раз. Относительно, в принципе, того, чем занимаюсь, можно так условно сказать, я консультант широкого профиля, в том числе это бизнес-консультации. И, собственно, на саму компанию вышел дважды. А второй раз уже именно так через знакомого узнал относительно того, что есть вот такой препарат сам по себе, синтезит. Естественно, когда открыл, понял, что о чем, что оно действительно стоит того. И после приема в этом множество раз утвердился. Сомнений относительно того, что это в принципе возможно, что это в принципе реально, у меня никаких не было. И, естественно, тут вопрос уже был в том, насколько данный препарат соответствует каким-то определенным заявленным качествам, которые у него есть. И если посмотреть объективно, то, безусловно... Алексей, извиняюсь, вы остановились на слове «объективно», и потом у меня картинка Да, повисла. и вот по объективности все те пункты, которые заявлены, хорошо, там не 100%, не говорю про все, но фактически все, что там описано, я наблюдаю именно в результатах у себя. То есть здесь и про восстановление работы, вот все, что связано с носоглоткой, и про устранение, в принципе, вообще любых факторов, которые есть, там, гриппа, вируса, простудные заболевания и так далее. То есть просто вообще не касается этот вопрос. Это очищение кожи, это улучшение работы мышечной системы. То первое, что я с чем столкнулся, это увеличение выносливости. Это большая бодрость, это большая активность. И уже последовательно в течение где-то 3 месяцев я принимаю. Получается, с августа месяца вот по ноябрь. И вот эти вот факторы, они просто накапливались и увеличивались. То есть не было такого, что оно бабах, все сразу в один день произошло естественным образом, для того, чтобы система саморегуляции как раз-таки в той необходимой последовательности, которая необходима телу, выстраивала принцип, чтобы не было передоза, чтобы не было диссонанса в самом теле. Но накопительный эффект, он был достаточно быстрый сам по себе, и наблюдается еще такой эффект, когда он начинает ускоряться. То есть то, что я вижу по себе, какие-то определенные эффекты, они просто улучшаются и достаточно быстро, как снежный ком в хорошем смысле этого слова. Опять же, кожное покрытие уже говорил, там улучшение работы сердечно-сосудистой системы, улучшение работы желудочно-кишечного тракта. В общем,
И здесь вопрос, наверное, в том, что не поменялось. Мгм. Наверное, легче здесь так именно отметить, потому что по всем пунктам, которые я могу наблюдать по себе, где-то в 95% из 100, которые я обычно фиксирую для себя там, в течение дня, что произошло, что поменялось, там, снижение, например, давления на уровне глаз, да, глазные мышцы сами по себе, восстановление, улучшение самого зрения, улучшение мышления, так как я считаю, что все системы там, психоэмоциональная, ментальная и физическая, они между собой взаимосвязаны, то, безусловно, здесь тоже можно наблюдать вот этот самый эффект, что улучшение идет эмоциональной сферы, снижение стрессового фактора, снижение какой-то раздражительности, которая есть, более спокойная реакция на поведенческие модели со стороны других людей, улучшение ментальной сферы. Здесь не скажу, опять же, что какой-то произошел бабух, что я там начал квантовую физику изучать в своих основах и так далее, щелкая их как семечки, подобно Хокингу. Но то, что идет более ясное восприятие само по себе, это тоже могу отметить. То есть здесь, да, все отлично, вообще никаких споров нету. И э, всем знакомым, которые у меня есть, я рекомендую. Вот как рядовой обыватель, как человек, который просто это делает и сам видит эти результаты, я всем рекомендую. Несколько людей уже выходили на связь, не знаю, там, ну, тоже там Сергей Виноградов, Михаил Комар, они выходили уже в контексте желания сотрудничества с вами, потому что им тоже это интересно рассмотреть. И у многих людей, кто принимает уже, кого я знаю, не все в этот процесс идут, некоторые боятся, несмотря на то, что уже много всего перепробовали. Но те, кто идут, какую-то тенденцию тоже отслеживают. Может быть, я немножко преувеличиваю, может, по крайней мере, казаться, что я преувеличиваю, но для себя я отмечаю больший эффект, чем те люди, с которыми я общаюсь, которым я рекомендовал данный продукт. То есть для себя я отмечаю и в прогрессии этот самый результат, что он каждый раз увеличивается, 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 увеличивается. А я говорю, ребята, еще вот здесь, а еще вот здесь, а еще на это обратите внимание. То есть я очень сильно заряжен этой темой и, безусловно, считаю, что это действительно технология будущего. То есть если такая технология выходит на рынок, ее, безусловно, нужно брать. Я вообще очень сильно был удивлен, что такая сравнительно недорогая цена у продукта, за что отдельная благодарность, потому что, как по мне, это от 30 там, до 300 тысяч рублей и больше, ну вот по самому эффекту, потому что исключаются фактически все, в моем случае, медикаментозные какие-то препараты. А по большей степени, если БАДовые биологически активные добавки я использую, то только для усиления, ну, например, там мультивитамин группы В, то, что есть из рекомендаций, в принципе, и то, что сам пропиваю для усиления там эффекта самого. А по большей степени все вот эти вот темы, как таблетки там от головных болей, потому что раньше из-за большой психической нагрузки, большой работы вот именно умственного труда, интеллектуального, головные боли были частым фактором. В данном случае можно сказать вообще в принципе, где они, их в принципе нет, потому что улучшилась работа кровеносной системы. Многие моменты, которые я отмечаю, ну, у меня нет таких документов, которые я буду показывать и говорить, ребята, смотрите, здесь хорошо, здесь. Это то, что я сам отслеживаю для себя, в первую очередь. Но что они точно есть, это безусловно. И опять же, большой был опыт в принятии, в приеме самых разных биологически активных добавок, причем там с самого подросткового возраста, там родители, когда еще занимались там МЛМ и так далее, вот это стало популярно в начале 2000-х годов. И если сравнить, опять же, тот эффект, который там, и тот эффект, который здесь, ну, это на порядке выше. То есть это в 100 раз, в 200 раз выше, может быть, даже еще больше. Это просто как факт, как данность лично для меня. У людей, конечно же, есть сомнения, у них возникают вопросы относительно того, что ну как так, а мало ли вдруг обманут и так далее. При этом люди продолжают принимать какие-то определенные таблетки или там БАДы, как в свое время очень тоже много было обмана или точнее завышения значения. Вот здесь я считаю, что еще есть занижение пока что значения. Очень аккуратненько, наверное, вы эту информацию доносите, потому что те эффекты, которые есть, они феноменальны. Ну вот это технология будущего. Повторюсь еще раз, потому что, опять же, сталкиваясь с реальными какими-то психофизическими, скажем так, технологиями, да, если мы рассмотрим цигун или йогу, определенные практики холотропа, которые способствуют
человеческому там, освобождению каких-то определенных чувств, эмоций и тем самым улучшению его физического самочувствия, здесь происходит то же самое, при этом нету такой перегрузки, которую человек создает себе за счет вот этих вот техник. Потому что любая техника, любая практика – это стресс для организма. То есть он входит в такое состояние, после которого ему необходимо расслабиться. Здесь все идет вот примерно так. Вот оно пошло. И вот естественным образом это наиболее мощная штука, я по-другому не скажу, которая я лично наблюдаю. Мне кажется, что чем естественнее процесс, тем лучше. Потому что когда создаются вот эти вот качели, условно говоря, да, люди пичкают себя наркотиками, в том числе, например, сладким, потому что, на мой взгляд, сахароза, глюкоза и так далее – это наркотик. Ну, хорошо, я в кавычки поставлю, чтобы не было дополнительных каких-то обид на меня возможных. Но действительно, они пичкают себя, создают вот эти вот перепады психоэмоциональные, физические, после которых нужно еще и еще. Здесь нету, с одной стороны, привыкания, а с другой стороны, процесс идет естественно. Я сам по себе синтезит принимал в самых разных эквивалентах, то есть начинал, например, с одной капсулы, потом в день, потом перешел на 2 капсулы в день, сейчас пропиваю 3 капсулы, 2 утром натощак и 1 в ночь. Причем, если мне раньше казалось, что я сейчас выпью и вообще в принципе не засну, здесь вопрос вот этой вот выносливости, которая повышается, бодрости, он не связан с понятиями перегрузки нервной системы. И у людей тоже есть вот это вот недопонимание. Я сейчас как выпью, и я не смогу заснуть, у меня будут бессонницы и так далее. По факту это не так. Здесь наоборот идет стабилизация работы нервной системы, в том числе эндокринной. Когда человек, например, ложится спать, а ему то жарко, то холодно, раскрылся, накрылся и так далее. Здесь, наоборот, идет стабилизация. И из-за того, что на сегодняшний день, к сожалению, общество у нас малограмотно, я не буду говорить безграмотно, но малограмотно в аспекте того, как в принципе устроен организм человека, как работает его психика, то у человека возникают вопросы до того, как он начал принимать, использовать что-то для того, чтобы можно было хотя бы как-то прожить это, понаблюдать и принять для себя, отметить. Поэтому моя личная рекомендация, первая всегда, если здесь нету какой-то опасности, это попробовать, особенно если есть рекомендация со стороны других людей, знакомых, например, сарафанное радио еще никто не отменял, сначала прием, а потом уже делать выводы. Потому что если вот так вот стоять на берегу, смотреть и думать, может быть все-таки плохо, а может быть все-таки хорошо, оно ни к чему не приведет. То есть только личный опыт может действительно человеку дать ответ на то, как это лично для него. Потому что для кого-то, кто-то из моих знакомых сказал, что у него на 2-й день волосы начали расти, потому что там серьезно такой фактор облысения присутствует. Кто-то принимал и сказал, что-то я не особо что почувствовал. И здесь вопрос, опять же, и захламленности, наличия большого количества токсинов в организме человека, сколько он себя, скажем так, перелопатил, сколько он себя загрузил. И сейчас, когда он принял 1 таблетку, у человека идея, что все, он станет там просветленным, что он станет каким-то сверхчеловеком, что он станет абсолютно здоровым, что он станет каким-то супер-пупер гениальным и так далее. Просто от 1 таблетки. Но мало кто задумывается, для того, чтобы получить такой эффект и при этом не умереть от стресса, перепада, который может происходить, здесь как раз-таки необходим накопительный эффект и поступательный прием, что, собственно, вот здесь, в этом препарате и прослеживается. Также хочется отметить, из моих личных наблюдений, не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть, но, опять же, из опыта взаимодействия вот в том проекте, о котором вам рассказывал, здесь в основе лежит сам по себе информационный код. То есть информация, понятное дело, что можем как угодно ее называть, но даже в психологии на сегодняшний день, в ответвлении как квантовая психология и других направлениях, уже сейчас говорят о таком понятии, как морфологическое поле. Это понятие было введено еще уважаемым товарищем, уважаемым психологом, психотерапевтом Бертом Хеллингером, там далеко в прошлом относительно нас, что действительно есть такая информация, она работает, она влияет и так далее. Вот здесь очень хорошо прописана вот эта сама по себе информация. То есть когда препарат попадает в организм, из того, что я лично наблюдаю и вижу, она начинает доносить новую информацию, здоровую информацию до тех клеток, которые есть внутри нас. То есть здесь можно рассмотреть и на клеточном уровне, можно рассмотреть на молекулярном уровне, можно рассмотреть на атомарном уровне, можно даже рассматривать на квантовом уровне.
То есть, на мой взгляд, эффект происходит в первую очередь именно на квантовом уровне, может быть, даже более низком микромире, более глубинном микромире. Дальше не знаю, дальше не рассматривал. И эффект происходит действительно какой? Есть клетка, условно говоря, назовем клетка, организм человека, и организм человека привык к какому-то определенному положению. То есть здесь у нас прописано, значит, выносливость там условно 20%, там сила такая-то, 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 такое-то положение. И человек привыкает к этому. Вот организм у нас устроен таким образом, чтобы адаптироваться. Даже если у человека есть патология, то организм, тело как-то пытается выжить, лучше выжить, чем умереть, поэтому данное положение считается естественным, правильным, нормальным. Но как только приходит новая информация, то человек начинает как-то перестраиваться. И в связи с тем, что обычно эта информация доносится, вот, к примеру, как мы с вами сейчас разговариваем, то у человека возникает такой внутренний ступор. Система безопасности блокирует и говорит: ни за что я эту информацию не приму, а мало ли вдруг мы умрем. Нам самое главное выжить. Здесь же плюс в том, что нету пути именно через мозг, через вот это вот наш неокортекс, который пытается, рептильный мозг, всем управлять, всем происходящим. Здесь сразу информация доносится, как я лично подозреваю, до ДНК человека, где, собственно, прописаны необходимые данные того, какой будет человек, какой у него будет геном, там, феном и так далее. И идет перестроение относительно новой уже информации. Причем эта информация, опять же, да, пусть это будет не для протокола, но между нами, есть разные измерения. Это конкретный физический термин, то есть никакой мистики, конкретика, что есть третья мерность, четвертая мерность, пятая мерность и так далее. Там как минимум 11 мерностей М-теории рассматривается в квантовой физике. Так вот, здесь информация, она находится на большем уровне, чем третья мерность. Она находится там на четвертом, возможно, даже на пятом измерении. Поэтому такие технологии, они, безусловно, то, что нам необходимо, потому что из этого можно получать огромные ресурсы, и это то, что действительно дает рост человеку, его развитию, его эволюции, выход, возможно, даже на следующую ступень эволюции относительно той ступени, которую мы на сегодняшний день занимаем. Потому что пока мы считаем, что все, мы достигли своего потолка, головному мозгу дальше развиваться некуда, потому что черепушка жмет, а если она будет большая, то, собственно, дальше мы жить уже не сможем, будем летать в каких-то скафандрах, и максимум, что это нам доступно. На мой взгляд, это бред. Хорошо, я скажу таким словом. И считаю, что вопрос именно в качественном преобразовании. Долгое время мы шли путем количественного, а здесь вот именно в этом препарате и подобно, возможно, подобные препараты есть, я лично не сталкивался, может быть, они есть, неизвестно мне. Они занимаются процессом качественного преобразования из одного состояния в другое. Равноценно тому, что человек захотел научиться играть на фортепиано, он сел, начал подбирать музыку, и он начинает играть. То, что мы относим к категории интуиция, чтобы у нас, опять же, не было какой-то мистификации там, или чего-то подобного. То есть он просто начинает играть, и он переходит из качества 1 в качество 2, в обновленное состояние. И если вот это не то, что нам нужно, то вопрос тогда, что нам нужно. То есть что человеку надо, если не это? Если это конкретное подтверждение, причем, в первую очередь, подтверждение просто каких-то больших масштабов, которые мы раньше не наблюдали. В свое время, когда появилась в принципе вообще квантовая физика, тоже много кто говорил, что это все бредни, это бедни, что это невозможно, но в то же время это сейчас является нашей базой, разрабатываются квантовые компьютеры, квантовые сети, и это становится абсолютно естественным процессом. Я считаю, что если люди не подавят это как-то насильно, если не сильно будут от этого бежать, хотя бы ползти, лежать в сторону данных технологий, то за достаточно короткий промежуток времени, я думаю, что люди смогут выйти на совершенно другой уровень. Поэтому мое личное желание, чтобы вы выходили, соответственно, там на мировой масштаб, планетарный, потому что это очень сильно. Возможно, я предположу, что есть какие-то и другие разработки, другие наработки, потому что модифицированное железо – это как бы одно, но вопрос именно в том, что модифицировать можно самые разные вещества.
И я думаю, что здесь просто очень хорошо совпала именно та потребность организма, которая на сегодняшний день есть, и того результата, который появился относительно вот этого конкретного препарата. Но я думаю, что вопрос именно в самой технологии, то есть не конкретно препарате, вот типа что вот он, а в самой технологии, которая способна и этот препарат создавать, и подобные ему. И вот если мы выйдем за пределы, опять же, вот этой же самой мистификации, почему я не люблю понятие ясновидящего и смеюсь сам над этим понятием, потому что, как в свое время говорил писатель-фантаст Артур Кларк, что любая технология, выходящая за пределы восприятия человека, может называться магией. Если мы аборигенам покажем зажигалку, это тоже может восприняться как магия. Но это просто научный подход, это просто движение дальше относительно тех пределов, тех границ, которые люди выстроили и сказали, все, это наш предел. Давайте будем строить супер-пупер какие-нибудь электрические двигатели, которые смогут проехать целую 1000 километров на одной зарядке. При том, что здесь, о тех технологиях, о которых мы говорим, я считаю, что эта технология, она может развиваться в самых разных отраслях. Просто это как базовая такая, которую человек может почувствовать в наиболее комфортном для себя режиме, почувствовав эффект именно на уровне тела, потому что если для тела это правда, то для всего остального правда. И если развивать эту технологию, я вполне уверен, что это технология, которая позволит человеку и на Луну летать, и на Марс, и за пределы звездных систем и так далее. Опять же, вопрос именно самого применения. Ну да, и вопрос, конечно, самих людей, потому что, как правильно вы сказали, что одно дело, когда вот это на самом деле работает, и другое дело, когда есть ограничительная система в виде, да, там, определенных стереотипов нашего мозга в том числе. И, может Да? быть, кстати, вот вам стоит озадачиться, спросить у своих товарищей, которые не особо чувствуют эффект, может быть, они на самом деле просто не готовы перейти вот на этот уровень, да, как сказать, вот, и сами, Абсолютно с вами да, согласен. Да, тормозят, оно просто так и тормозят, есть. да. Оно так и есть. Волю человека еще никто не отменял, и Мгм. есть такой эффект, как плацебо, а есть эффект ноцебо. Да? Вот когда человек убеждает себя, что у него все плохо, то его никто не может переубедить, и ни одни врачи его не спасут. Если человек решил умирать, он умирает. Если человек решил держаться до последних сил, чтобы, не дай бог, у него в жизни не произошло какое-нибудь счастье, да, потому что у многих людей аллергия на сегодняшний день на счастье, то, естественно, ничто это не изменит. Даже если это произойдет вот так вот перед глазами, если человек будет видеть, вот стоит там аппарат, вот он летит, там антигравитационный двигатель, пусть это будет, то за счет когнитивного диссонанса человек просто затрет это фильтром своим восприятия и исключит из своей жизни. Но, опять же, объективно, объективности ради, да, действительно, этот препарат работает. Ну вот просто и субъективно, и объективно. Есть кое-какие определенные анализы, которые я сдавал, ну это так, отдельная тема, что да, действительно, прям значения повысились объективно, опять же. Причем те значения, которые, ну скажем так, ну не могут измениться. Ну Не, как у не нас, как должны, обычно, не да. должны измениться, да. Ну это относят к категории чуда или там феномена или чего-то еще. Аномалии в лучшем случае. Да, действительно, это работает. Ну да. Поэтому еще раз хочется отметить, что это очень сильно, это очень мощно, и это то, что нужно активно пропагандировать и просто об этом говорить. То есть если я вот, неважно, чем я занимаюсь, неважно там, какую я позицию социальную занимаю, если я приобретаю этот товар, то мне важно об этом говорить, мне важно этим делиться, а не так, что все себе. Кстати, я не исключаю, что, может быть, некоторые люди этим пользуются, думая, что им станет хорошо, а всем остальным плохо, и вот он такой замечательный, как принцип самоутверждения. Может быть, и такие люди есть, может быть, они в этом как-то самоутверждаются, свою значимость определяют, но чем быстрее люди будут это развивать, просто, ну, тем быстрее, тем больше будет в том числе напрямую, да, это капиталовложение для того, чтобы технологии развивались. То есть как бы, есть действительно деньги на сегодняшний день, к сожалению, это является одним из решающих факторов для того, чтобы технология дальше как-то развивалась, продвигалась территориально и там более продвинутой становилась. Не говорить об этом, на мой взгляд, это преступление против человечности, и это достаточно аморальный поступок. Поэтому не знаю, будет ли этот фрагмент вписан в общую канву, будет ли вообще, в принципе, это видео где-то размещено, или это все удалится в черный список, шучу. Хочется сказать, что, ребят, пожалуйста, рассказывайте об этом, особенности, если вы это принимаете, если у вас действительно есть эффекты. Безусловно, я
пользуюсь и другими какими-то технологиями, там, и определенными там, генераторами синуса, например, там, другая технология, и там занимаюсь дыхательными практиками самостоятельно, потому что здесь фишка не в том, чтобы взять пилюлю, которая сделает там, меня бессмертным или каким-то еще, чтобы это не было заменой. Но как усилитель, это то, что действительно усиливает на порядки. Не в разы даже, ну на порядки. И просто вот я на сегодняшний день, сначала я взял 2 упаковки, потом я взял уже 4 упаковки, сразу же, сейчас я взял 6 упаковок, не знаю, может быть меня уже никто не остановит, я возьму 8 упаковок и дальше. Потому что действительно это то, что нужно, и возможно даже постепенно увеличивать, не сразу горстями, конечно, чтобы это все усваивалось организмом, потому что ну, может просто выйти, может просто не усвоиться, но увеличивать, потому что по одной капсуле, на мой взгляд, чтобы человек прямо ощутил реальный эффект, но этого маловато. Не в плане того, что не работает вещество, а в плане того, что, опять же, токсичность высокая, очень много захламления в организме. Там человек 20, 30, 40, 60 лет себя гробил, и потом там за один раз получить сразу эффект, это сложно. Но если, например, средний, я считаю, что где-то 2 капсулы в день, опять же, если пропивать натощак, это очень хорошее подспорье для, опять же, тонуса и для стабилизации. Потому что вот, опять же, снизились ну, степень давления, артериального давления, которое раньше было повышено, повысилась выносливость. И вот эти вот моменты, их очень много. Я сначала думал записать, потом понял, что это будет у меня на несколько страниц, и решил проговорить то, что, ну, вот то, что пойдет на самом созвоне. И делаю просто вывод, что ну, легче сказать, что не поменялось, чем то, что поменялось. У меня был период, он как раз-таки пришелся на первый прием в августе месяце. У меня был период, когда я пропивал антибиотик по рекомендации врача, там связанный с желудочно-кишечным трактом и так далее. Вот антибиотик, он вымывает все. Ну вот для меня это вот такое достаточно сложное было состояние, при том, что даже на уровне зубов, то есть это вот когда зубы начинают прям просвечивать, можно через них посмотреть на рот, даже если зубы не открывать. И опять же здесь большое подспорье того, насколько быстро восстановилась именно костная система. Казалось бы, костная система – та система, которая меняется очень медленно сама по себе. Буквально, наверное, дней 5 я пропивал после этого, потому что у меня там и выбросы были на коже там, и так далее. Это отдельная тема, опять же. Но очень быстро восстановилась. И ну, в силу того, что я не являюсь квалифицированным специалистом или экспертом, который может помахать своим дипломом там, или кандидатской степенью и сказать, что, ребята, я рекомендую. То есть я не самый лучший промоутер в этом смысле. То есть у меня нету там миллионов каких-то подписчиков, у меня нету там каких-то степеней со своей стороны, но как бы между нами, опять же, с учетом того, что я с этим напрямую был связан и напрямую сейчас взаимодействую с людьми и вижу, в принципе, что это все возможно, получить на руки возможность такую, я не знаю, что проще. Что еще может человека Что убедить? еще дать людям? Вот скажите, пожалуйста, Что еще, Алексей, да? вот как быть с теми товарищами, да, кто вроде как бы, вот мы про них говорили же, кто бы вроде как бы хочет, он соглашается сам с собой, не знаю, там, с товарищем, который ему рассказывает про синтезит, с рекламой с какой-то, покупает его, да, но при этом вот внутренние страхи, вот это вот ноцебо, вот эффект устраивает, и человек сам не хочет чего-то достигать, и в итоге как бы проходит через все это, и может быть не один раз, да, вот что вы бы порекомендовали с точки зрения, вот со своей точки зрения, как им поступить, как с самим собой договориться или разобраться, то есть есть ли какие-то рекомендации в этом плане? Ну, давайте так. Если человек прям совсем стоит, вот он говорит, это все не помогает, ну, можно просто не принимать. Можно дальше искать варианты, но, скорее всего, человек снова вернется к этому варианту. Просто длинным путем пойдет. То есть, безусловно, никто не заставляет, руки не выкручивает, не говорит под дулом пистолета обязательно принимать, поэтому человек может пройтись, но из того, что доступно, с учетом того, сколько всего там, вот мне 29, и ну, лет 20 я уже все это дело изучаю, там, психофизически, с точки зрения БАДов и так далее. Вот за весь этот 20-летний опыт, который у меня есть, он пришел к тому, что это максимально эффективно. Может быть, человек займется и скажет, нет, Алексей, ты не прав,
безусловно, вы правы, я не прав. Конечно же, занимайтесь, идите длинным путем и так далее. Для тех, кто не чувствует сильного эффекта, я бы сказал, бы порекомендовал отмечать малые эффекты. То есть, когда мы принимаем малое, у нас есть доступ к большему. Ну, чисто банальная психология для человека работает. И эффект в любом случае будет. Фишка заключается в том, что раз человек это выбрал, ну, значит, в какой-то степени он уже доступ к этому дал. То есть, если он вообще не хочет, вообще вот не прикасается к этому, не покупает, это одно дело. Но если он взял и уже как минимум начал потреблять данный препарат, то у него уже есть какой-то маленький доступ, а значит, препарат будет в любом случае работать. Ну, в любом случае. Вот будет человек сопротивляться, там кол на голове чесать, ножкой топать, обижаться, ну, в общем, все детские стратегии, которые только возможно использовать в своей жизни, а эффект все равно будет прослеживаться. Проблема просто в том, что обычно человек вот эти вот моменты относит к случайности. То есть он, это вот как в анекдоте называется, обращается, да, человек к Богу, едет на машине, говорит: пожалуйста, вот мне нужно сейчас парковочное место, я сейчас вот опаздываю, вот мне очень нужно. Появляется парковочное место, и человек говорит: а, не надо, все, я сам. Вот это очень частый эффект, когда человек реально получает эффект по-настоящему, и это видно. Там, что волосы стали менее ломкими, например, морщины стали проходить, там, зубы стали белее. В принципе, вообще понятие простуды исключилось вообще из жизни. Это, опять же, из наблюдений взаимодействия с теми людьми, которым я предлагаю данный препарат. Опять же говоря, я говорю, я с этого ничего не получаю, ребят. Ну, что еще можно сказать? Можно, конечно, это обесценить, но факт есть в том, что, да, немножко мысль запутался. В общем, человек часто это обесценивает за счет того, что считает, что у него это само собой произошло. Что он такой красавчик, что это вот он сам что-то там сделал, вот у него получилось, или что это всегда было. Проблема естественного процесса заключается в том, что когда это происходит максимально естественно, человек просто не фиксирует Да, изменения. да. У То нас есть таких очень если... много людей, да, на Да, самом деле. Они говорят: вот я на дачу переехал, солнышко светит, я стал лучше конечно. питаться, я на Да, карантине сидел, да, два витамины месяца, попиваю. Да. витамин начал пить, я не понимаю, чего это случилось. А потом, когда перестают пить синтезит, проходит там 1,5-2 месяца, и они, ой, а что-то жизнь-то хуже становится, почему-то вдруг обратно. Ну, Да, таких наверное, очень зима много. наступила, солнышко меньше стало, Да, да? наверное, зима наступила. Наверное, там Да. соседка какая-то поругалась там и порчу наслала. Ой, это вообще, это не говорите, с глаза, порча, проклятие, все дела, да, люди чем угодно прикрываются, лишь бы не брать ответственность на себя. Хорошо, если заключить, ну вот как бы, я бы сказал, отслеживайте, заведите дневник. Ну вот для людей-скептиков заведите себе дневник и фиксируйте те изменения, которые у вас происходят каждый день, а лучше 3 раза в день. Даже если кажется, что ничего не происходит, просто вы пишете там по пунктам, пусть это будет пункты, например, там от мышечной системы до там костной системы опорно-двигательной. Вот все вот так вот расписано. Это для самых дотошных, которые в принципе готовы к этому подойти, ну или хотя бы просто фиксировать какие-то моменты, которые возникают. Потому что, опять же, это и психофизическая сфера, и сама физическая сфера, и эмоциональная сфера. Оно происходит на всех уровнях. Отслеживать только один уровень и говорить, что, ну вот ждать, что, например, там, вот у меня там бородавка вылезла, да, вот и смотреть каждый раз на нее, при том, что здесь все хорошо, здесь все хорошо, а вот здесь вот не проходит, сволочь. Это очень часто зацикленное такое восприятие человека туннельное, которое не позволяет посмотреть, а что на самом деле изменилось. И вот то, чем человек обычно себя не балует, это самодиагностика, саморефлексия в хорошем смысле этого слова. Вот так просто вот сверху донизу я бы предложил особым скептикам сверху донизу каждый день вот так вот себя анализировать в течение хотя бы месяца. Хотя бы месяца для того, чтобы действительно получить какие-то явные эффекты. Но за счет естественности, о которой я уже говорил, оно будет происходить именно не перепадами. Голова болела, я там выпил таблетку, у меня прошла голова, да, только единственное, что сначала артериальное давление скакануло там 210 на 120 какие-нибудь, да, потом там упало 90 на 70, и человеку там голова кружится, в принципе, как можно выжить после этого, я до сих пор удивляюсь, видимо, люди у нас очень сильно волевые, чтобы после таких эффектов выживать, а здесь оно будет происходить постепенно, когда будет разжижаться, устраняться вот эти вот тромбы внутренние, какие-то холестериновые бляшки те же самые, какие-то зажатия, спазмы, которые раньше существовали. Например, я уже в течение
ну, минимум 2 месяцев просто не хожу на массаж, потому что нету такой потребности. Я, если хожу, это просто профилактика. Если раньше, например, там, в силу ам, сидячего образа жизни, ну, длительный период, там, в течение 4-5 часов, это была естественная потребность, так, все, записался, пошел, там полностью все размяли, вот так вот раскрутили и могу идти. Это сейчас вот этот гипертонус в мышцах спинальных, он просто прошел, его нет. Ну, чудо, наверное, да. Может быть, я все придумываю, не исключаю, конечно, да. Я человек, видимо, впечатлитель. Хотя Да, на да, самом да. деле, И знаете, что еще? Несмотря на то, что, да, вот при наличии всех там исследований, которые в любом случае исключают эффект плацебо того же самого, да, если люди будут каждый день себя вот так вот мониторить, зафиксировать свои изменения, все равно среди этого процента найдется процент, который, несмотря на все это, скажет, это потому что я себя каждый день проверяю, смотрю на себя, и поэтому я себе внушаю, и у меня происходят эти конечно, улучшения. Все равно такие да. найдутся. Это нормально, это человеческое общество, как бы. Я бы сказал, Нормально. хорошо, занимайтесь самовнушением, но продолжайте пить. Я вот так бы сказал. Да, да. Пусть будет, вы считаете, что это эффект плацебо, но для вас он работает. Мгм. Вот именно от этого препарата вы чувствуете самовнушение без проблем. Главное, принимайте, потому что марамуш, как говорится. Да, потому что с другим вот этот эффект плацебо не будет работать. Вот все, да. Да. Да, согласен. Хорошо, Алексей, спасибо большое за очень интересное, информативное, познавательное и такое дружелюбное интервью. Я думаю, что людям будет интересно его посмотреть. Благодарю вас, желаю всего хорошего, будем на связи. Хорошо, Спасибо. спасибо вам тоже. Всего Спасибо. доброго.